Просматривая гонки с Кубка мира, задумывались ли вы о том, сколько зарабатывают биатлонисты? С сезона 2018-2019 призовой фонд на Кубке мира составляет $7 миллионов. Сколько же заработали спортсмены из топ-5? Смотрите дальше. В личных гонках 20 лучших получают денежное вознаграждение. Первое место 15 тысяч евро, второе место 12 тысяч евро, третье 9 тысяч евро и так до 20-го. Тот, кто в финишном протоколе стал 20-м, получает 500 евро. Если говорить о эстафете, то денежный приз достается 6 лучшим командам. В стандартной и смешанной эстафетах команда победителей получает 24 тысячи евро, по 6 тысяч евро на каждого. Шестое же место зарабатывает 6 тысяч евро, соответственно, по 1500 на спортсмена. Призовые в одиночной эстафете в 2 раза меньше, то есть хоть приз победителей 12 тысяч евро, биатлонисты получают все те же 6, что и в эстафете из 4 участников в команде. Также денежными призами награждается 10 лучших в общем зачете Кубка мира. Победитель общего зачета получает 28 тысяч евро, 10 место 6 тысяч евро. А тому, кто получил малый хрустальный глобус в одной из дисциплин, достается 10 тысяч евро. С недавнего времени по 5 тысяч евро получают лучшие молодые спортсмены до 25 лет среди мужчин и женщин. Также дополнительно по 1000 евро получает биатлонист, который проводит гонку в желтой майке лидера, и по 850 тот, кто вышел на старт в красной майке лидера какой-то из дисциплин. Чемпионат мира, который проходит ежегодно, кроме олимпийского сезона, спонсирован больше. 15 лучших в личных гонках получает от 28 тысяч до 500 евро. Топ-6 в эстафете получает от 28 до 10 тысяч евро. И лучшие в одиночной эстафете от 14 до 5 тысяч евро. Также по 20 тысяч евро получает команда, которая стала лучшей в зачете эстафет. В этом году в мужской и смешанной эстафетах победила Норвегия, а у женщин лидирует Швеция. Награждается и 10 лучших команд Кубка наций. Они получают от 50 до 11 тысяч евро. А теперь, когда мы знаем размеры призовых, можно посчитать, сколько же заработали за прошедший сезон Кубка мира топ-5 лучших биатлонистов у мужчин и женщин, без учета призовых Олимпиады. И да, все суммы указаны без вычета налогов, которые забирает страна биатлониста. Также в конечной сумме я не учитывала очки за старт в красной майке лидера и призовые от Кубка наций. Кантен Фийон-Мае, который стал победителем общего зачета у мужчин, заработал за сезон 281 400 евро. У француза 22 подиума, из них 8 побед. Стурла Легрейд в тотале второй. Именно он берет титул лучшего молодого биатлониста до 25 лет. Его зарплата за Кубок мира составила 184 тысячи евро. У норвежца 11 подиумов, из них 6 побед. Заработок Себастьяна Самуэльсона составил 140 400 евро. У шведа, который стал третьим, 8 подиумов, из них 2 победы. А вот Ветле Кристиансен смог заработать больше Себастьяна Самуэльсона. У него 157 450 евро. У норвежца 9 подиумов, из них 7 побед. Заработок Эмильена Жаклена, который закрывает топ-5, составил 137 400 евро. У французского биатлониста 9 подиумов, из них 1 победа.
У женщин лидером общего зачета стала Марта Олсбю-Ройзелен. Ее доход составил 276 750 евро. Норвежке удалось 16 раз подняться на подиум, из них 9 раз победить. Заработок Эльвиры Эберг, которая стала второй в тотале и лучшей молодой спортсменкой до 25, составил 190 800 евро. У шведской биатлонистки 12 подиумов, из них 5 побед. Лиза Тереза Хаузер за прошлый сезон заработала 116 100 евро. У австрийки 4 подиума и 1 победа. А вот Ханна Эберг, как и Кристиансен, несмотря на позицию ниже, обошла третий номер по заработку. У нее получилось 132 700 евро. У шведской биатлонистки 8 подиумов, из них 3 победы. И завершает рейтинг у женщин Анаис Шевалье-Буше. Ей удалось заработать 110 450 евро. У французской биатлонистки 6 подиумов, из них 2 победы. К слову, Йоханнес Бё, который был лидером общего зачета 3 сезона подряд до француза, признался, заработок от IBU составляет около 1% его доходов. Кроме того, с его слов, около 50% призовых уходит Норвегии на налоги. То есть вопрос о реальном заработке биатлонистов до сих пор остается открытым. Кто же стал лучшим из украинских биатлонистов и сколько удалось заработать спортсменам, которые завершили сезон досрочно и пропустили последние 3 этапа после Олимпиады? Лучшим у мужчин стал Дмитрий Педручный. У него 37 место в тотале и заработок за сезон 10 600 евро. Это в 26 раз меньше, чем у лидера общего зачета француза Кантена Фиона Майе. Антон Дудченко 39. Его заработок составил 5600 евро. Лучшей у женщин стала Юлия Джима. У нее 41-я позиция в тотале, 4850 евро заработка. Елена Белосюк в общем зачете 46-я. Ее доход составил 4200 евро. А вот Дарья Блажко, которая стала 53-я, несмотря на позицию ниже, обошла Белосюк по доходу. Ее призовые составили 4500 евро.